темном небе кометы светятся, космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачи, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. Всем привет. Запозднился, хотел пораньше, заказ раньше пришел. В общем, наконец-то дождался джойстик. Вот в эфире ДКС. Один полет сделаем. Так, испытаем его. Вот, значит, модель джойстика PXN. Там, кстати, это в названии стримов указано. PXN 2113. Блин, вот такая вот тема. Тут получается у него вот все, что нужно, есть. Блин, вот эта штука наконец-то будет работать. Кнопок до хрена, я даже не знаю, что куда сейчас устанавливаю. Ну, я, короче, некоторые кнопки настроил. Вот, и как задумывал, вот эта штука, правда, она щелкает, она работает для обзора очень удобно. В игре маленько протестировал, сделал полет. Да, кстати, есть вибрация, есть такая вот штука, вот, хоп-хоп-хоп-хоп. Очень хорошо работает, вообще идеально просто. Да, особенность этого джойстика, единственное, что он на присосках, блин. То же самое, как с предыдущим джойстиком, в плане также надо водой его натирать и закреплять на столе. Вот. Хорош тем, что он недорогой. Вот. Цена у него 5000 рублей, но со скидкой сейчас он на Озоне 3000 вроде как, пока акция идет на него. Ну, пока вот для себя самый оптимальный вариант взял. Сейчас будем тестировать. Заодно и посмотрим, была ли разница, что у меня джойстика не хватит. Это не было нормального. Смогу ли я летать лучше, чем я летал? Ну, допустим, на том же граче смогу ли я нормально наводиться? Не так, как вот раньше. Вот так вот летел на цель. Вот. Да, настройки у меня на него нету, как на том, там калибровка или что. Вот, я так понимаю, он уже с Windows дружит 10. У меня 10 стоит. Вот. Перед тем, как начать, значит, пару самолетов я настроил. Су-25, Су-25Т, но не все. Настроил только вид. Вот. Я просто не знаю, что мне на эти кнопки ставить пока. То есть я уже привык на всем основном. Это вот клавиатура у меня стоит. На клавиатуре привык работать. То есть сейчас уже как-то непривычно, если все на джойстик выставить. Здесь кнопок, вот я сейчас посчитаю. 1, 2, 6, 7. И то 7 делится на 4. Это уже 10. Прибавляем еще 6 кнопок снизу. 16 кнопок, ну и вот это, который root, так называемый ползунок. 17 кнопок. Охренеть. И что на эти 17 кнопок ставить, я не знаю. Короче, пока стоит у меня в основном это вот приближение обзора. Курок обязательно. Вот здесь курок. Не знаю, как здесь вибрации срабатывают и на какие моменты. Пока не могу сказать. Так.
Ну что, сделаем полет на тренировочную миссию. Так, Су-25 Грач. Снаряжения никакого. Угу. Так, а у меня здесь задание какое? А, по вражеской колонии, вот как раз. Смогу ли я ввести ее в движение, да? Сразу усложню себе задачу. Это немного ракет, не надо так много. Так, работа, значит, ракетами 25 МЛ. Ну да, и все. И я думаю, этого достаточно. А, ну хотя давай бомбы еще возьмем на всякий случай. Все. Блин, забыл кое-что самое главное. Сейчас буду совмещать приятное с полезным. Ну что, поехали. Долго шел, целый месяц. Я еще отпуск у меня прошел уже. Якут, привет. Месяц уже прошел целый. Кстати, коробка основная, не основная, а коробка, там была еще в коробке коробка, и потом уже джойстик. А вот коробка, которая самая поверхностная, была в чем-то измазана, не знаю, может она крушение потерпела где-то, может что-то произошло с техникой где-то. Ну, главное, здесь все целое. Не знаю. Так, а что сразу... А, ну это у меня сейчас трекер мышку отключит. Сразу врубаю трекер. Вот, значит, что я настроил? Хоп, 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 хоп. То есть вот этот у меня кнопка так вот работает. Ну да, джойстик сегодня только заказ пришел. Ну. Кстати, зашел, посмотрел, как работают настройка управления, допустим, да. Осевые команды. Ну, давай возьмем крен. Настройка оси. Крен. Блин, он такой жесткий, кипец. Кипец. Вот, это крен. Теперь тангаж. Ну, как-то так. Ничего не настраивал, я только кнопки поставил в игре и все. Так, ну что? Нальчик, 106, руление. Сейчас немного повеселимся, да? 106, Нальчик. Сергей, привет. Не знаю, сейчас испытаем его прям на практике в полете, просто в полете. Перед вылетом мне же надо было его подсоединить, вдруг он бы вообще не работал. Мне понравилось. У него вот эта фишка еще. Опа, опа, опа. Есть такое. Ну вот уже плясок нету, да? Уже все нормально, да?
Ну, а дальше уже дело техники, дальше уже от меня все зависит. Тут уже я работаю. Все, вперед. Да, еще одна особенность, это наконец-то у меня теперь есть тяга. Мне теперь не надо ее на клавиатуру врубать, у меня есть она теперь вот на джойстике. Так, оп. Оп, каждый миллиметр можно добавлять, да? Оп, 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 оп. Классно, да? Да, по сравнению с предыдущим, это просто, не знаю, это взять как детский руль и взять руль от грузовой машины. Сравнение просто чувствимое, когда руку кладешь на джойстик. Вот здесь, во-первых, он мощный, блядь, кажется. Во-вторых, он жесткий. То есть его не надо вот прям до чуть-чуть, и он уже выполняет свою задачу. Ну, сейчас покажу в полете. Здесь я все равно. Мне в полете проще будет регулировать тягу. Здесь я уже привык на клавиатуре. На земле. Сейчас еще надо к этому ползунку привыкнуть. А если мы попробуем совместить и там, я могу же и там работать. Тягой. Стоять. Нальчик, 106. Взлет. 106. Нальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 2, 2. При взлете вот можно выставить. Я еще к клепалкам к этим привыкаю. Мне кажется, как будто они открепятся. А на самом деле у них как-то их получается крепишь на стол. Ну, водой мажешь. Ну, эти присоски, блядь. И они вроде как маленько отпускают его, но при этом он не открепляется. То есть он нормально вроде зафиксирован. Ну, всякое бывает, не знаю, надо будет протестировать. Ну что, пробуем. Оп. Можно так рулить, наверное, да? Ой-ой-ой, бля, не разбиться. Нет, так лучше не надо. Это только в полете этот маневр надо. Сейчас скорость наберу. Немного. Блин, ну я, конечно, не пустой, у меня все-таки вооружение. Так бы можно было повеселиться. Тут еще кнопки настроил. Вот эту кнопку сделал. Вот эту кнопку сделал. Примкнуть к прицелу. Так, а теперь как назад-то? А назад теперь вот так. Чего? Крены на кривые накрены тангаж на 30. А почему? Ты мне говорил, но на том джойстике, а на этом. Он резкий джойстик, кстати. Это вот он маневр. А сейчас вот так вот сделать. Опа. А вот эта фишка, блин, прикольная, кстати. Опа. Главное в этот не попасть. Как его правильно назвать-то?
Ну вот на этих, на самолетах Второй мировой войны можно попасть. Как она называется, это правильно тема-то? Когда управление теряешь. Вот тоже фишка. То есть летишь боком, но при этом... Короче, как-то так. Ну, блин, я не знаю, конечно, для чего эту штуку использовать. Вот, которую я сейчас использую. Ну, Киркут, намекни. Ну, вот тягу я могу вот этим регулировать. Сейчас уже не отмажусь. Джойстик не работает, пацаны. Тут уже все. Летать так летать. Да? Ну-ка попробуем на низких высотах. Ну, кстати, хорошо держит самолет джойстик. Я могу отпустить, он сам летит. Вот тут скорость надо, правда, убавить. Ну, вам некоторым лучше знать, как это называется. Спасибо. Ангел, тебе пишу, говорю, потому что я это не знаю. Сваливание. Не знаю. Вполне хорошо самолет держит. Рука вроде нормально себя ощущает на нем. Осталось только наведение проверить. Сейчас надо на цель лететь. Я сейчас полетаю, пока здесь посмотрю. Блин, ну тут провода эти везде. Они не дадут нормально держаться. Непривычно этот ползунок. Тягу убирать. Ну, у меня программа OpenTrack стоит, и этот камера, ну она старая у меня, старая, не знаю, лет 10 отслеживает поворот. Да я потом настрою эти кривые. Сейчас мне вполне устраивает такое управление. После предыдущего. О, смотри, конфликт происходит. Все, фиг ты теперь на клавиатуре уберешь ее. Вот. Только так. Мне, знаете, что единственное здесь вот пока не понравилось? Но это рассчитано, видите, не для стрима, наверное, блин. Кнопка вот эта, которая как джойстик на джойстике, который я вот вид сделал, она щелкает. Скорее всего, ее слышно в микрофон, когда я говорю. Вот единственный момент мне не понравился. Но опять же, это рассчитано же, что, допустим, там не буду что-то записывать, наверное, да, или... Я не знаю, зачем этот щелк сделан. Вот этот звук. Щелк, 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 щелк. Вообще не понимаю этого. Я вот когда на джойстике ее тогда увидел, кнопку эту, даже на фотографии, я уже понял, что эта кнопка будет использована для вот такой темы. А вообще, когда изначально джойстик к игре подключаешь к компьютеру и запускаешь игру, вот эта кнопка, которую сейчас использую для приближения отдаления, она используется для поворота головы, как на мышке, на штурвале. Так, ну что, далеко я сильно улетел. Да я наоборот, по-моему, прилетел уже почти к цели, офигеть. Ладно, попробуем
произвести атаку управляемой ракетой. Смогу ли я контролировать прицел в этом маленьком вот этом стеклышке? Так, секунду. Я не могу так быстро читать. Кривая 3 сделает тебе более плавным и точным управление но более резкое в положении ближней к крайнему. Смотри, ну давай сейчас посмотрим, как он будет при атаке. Еще не знаю. Пока я его нормально чувствую, джойстик. Посмотрим. Тут еще, видишь, обзор мой тоже роль играет. Трекер, как вот он будет сейчас. Где я? Ну да, подлетаю к цели. К Моздоку. Вроде не танцует. Посмотрим. Как бы, ну, поначалу нормально работают. Насколько его хватит, вот в чем вопрос. Ну, ценник небольшой, я говорю, он мне 3 рубля обошелся. Хотя, не, вообще он 5 стоит. Просто по акции он. Пока по акции вот я его взял. Да как-то тоже спонтанно. Вроде не летал тут, а тут бац, что-то... Полетаю-ка я в ДКС. Ну и все. Потом что-то смотрю, джойстик-то у меня как-то особо не летается, уже старый. Взял да обновил. Ты летаешь на прямых настройках кривых. Да, так летает, но это рисковато. Ну, я понял тебя. Ну, давайте попробуем сделать. Так, это у нас получается вот крен, да, настройка оси. Что там ты мне писал? Кривые на крен и тангаж на 30. Кривые на... Так, подожди, кривая... А тангаж... А, все понял. Кривая вот ставлю, да? И тангаж. Тангаж тоже, да? Ну, понял. Ничего. Что, вам нравится такое управление? Зачем? Нажми. Что он как-то... более плавно. Мне кажется, он наоборот как-то резко стал, не?
Подожди. Так, ладно, хорош. Сейчас сначала посмотрю, как мне будет удобно, потом посмотрим. Что-то мне больше тона по управлению нравилось. Сейчас я посмотрю, как у меня будет наведение. Просто я не могу сейчас быстро перейти уже с того джойстика на этот, со своего. Я уже привык там так летать. И понимаю, что может оно так лучше. Но пока мне надо плавно все это сделать. Скорость большая. Не знаю, мне наоборот как-то. Но оно там. Этот сам Рут-то. Ой, Рус говорю, он плавно управляется, но самолет-то ни хрена не плавно. Ладно. Сейчас я посмотрю, как мне удобно. Блин, я что-то потерялся опять. Отвлекался. Где я? А, ну все правильно, вот мы подлетаем. Надо направо идти. Так. Управляемые ракеты. Сейчас посмотрим. Смогу ли я контролировать. Так, аэродром у меня получается справа, значит цели там. Я Сокол не летаю. Не, я не играю в кооператив, но сейчас я вообще не это, я просто тестирую джойстик. А вообще я сейчас перестал играть в кооперативную. Я в основном сольно играю. А сейчас так тем более, просто мы сейчас джойстик протестируем и все. Я сегодня просто зашел так для теста. Блин, что у меня с трекером? То ли я низко так сижу. Меня как-то ловит. Сейчас я посмотрю, как будет наводиться. Если что, кривые эти в любой момент вернуть нужно. Так, где я? А, вон дорога эта. И все же мне уже на клавиатуру привычнее как-то. Тягу делать. Я уже привык рукой крест-накрест работать. У меня получается правая занята, хоть и на камере она отображается, левая. И зеркальное там просто отображение. Мне все равно приходится левой рукой тянуться на правую часть клавиатуры и нажимать плюс-минус. Ты не летал, а боролся с машиной. Ну да, это тоже согласен. Сейчас даже, допустим, головой куда-то покрутить, ты уже... Блин, что такое? Будешь уверен, что у тебя самолет никуда не упадет. Где эти? Их не видать пока. А, вон я, по-моему, их вижу.
Разница, да? Предыдущих полетов. Сука, не долетела, блин. Что-то она рановато упала, либо я как-то выстрелил не так. Но я точку прям за ним вел. Блин, ну вот эта тема классная в воздухе. Опа. Со стороны особенно. Чем на фонари горят? Прикольно. Не, на клавиатуре как-то не так, вот на джойстике это классно делают. Пьяный самолет, да? Так, получается, цели остановил, надо будет сейчас их поразить опять. Кстати, бомбы можно сейчас отработать уже. Да? Блин, единственное, ничто не задымилось, вот это хреново. Было бы здорово, конечно, кого-нибудь подпалить. Где же они остановились-то? Оно не оно. Это непонятно. Или не оно? А ты подлети, проверь, да? По-моему, оно. Давай, давай, давай. А куда остальное все делалось? Короче, к тяге я только если просто пилотировать, то да, я могу использовать вот этот ползунок, который на джойстике. Но что касается маневров, мне сейчас вообще непривычно использовать тягу на джойстике. Мне на клавиатуре уже привычно. Я уже привык. Просто если лететь вот где-нибудь в полете, да, то можно использовать. А так, нет. Я буду в бою все-таки использовать тягу на клавиатуре. Мне уже так привычно. Не знаю, я хорошо чувствую джойстик. Мне нравится вот сейчас на данный момент, как у меня настроено. Мне очень нравится сейчас вот как можно, ну как я могу наводиться. Для меня это уже результат. Так, одну цель подожгли. Ищем вторую цель. Вижу. Их две в поле. Делаю захват точки. Пуск. Блять, повредил, но не убил, да?
Так, фабы не буду еще использовать рано. Я, кстати, специально ракеты далеко стреляю, чтобы посмотреть, как у меня будет работать наведение с расстояния. Ну, это еще глаз же, тут надо видеть цель. Но я так вижу еле-еле ее там, блядь. Ну, мне нравится, что я смог точку эту ввести, то есть... Ну, в плане это, не потерял ее. А то я в прошлый раз, помню, летал, постоянно захвачу цель, лечу, у меня хоп, отмена захвата, либо куда-то вообще прицел идет не туда. Чисто из-за этого страдал. Так, ну чё? Давай бомбами поработаем. У меня еще одна ракета где-то. Или... О, в смысле, все, что ли? У меня все. У меня бомбы остались. Блин, ну если я на граче так наводиться сейчас стал, то я думаю на Су-25Т у меня вообще будет по шквалу намного интереснее даже. Так, где наши цельки? О, они. Я надеюсь, они никуда не поедут без меня. Не могу понять, какая, кто из них где. Это что ли? Попробую сейчас держать в прицеле. Опа. Намного интереснее, да? Когда ты можешь контролировать даже резкую эту. Так, еще одна цель поражена. Был сброс одной бомбы, наверное. Или две все. Нет, одна. Кстати, сейчас могу уверенно работать на самолете Су-25 СМ-3. Он будет держать равновесие, допустим, да, я буду наблюдение вести там, допустим, по его солту. Можно попробовать. Так, ну что, остается еще одна бомба. Больше ничего нету. Ошибаться нельзя. Давай, давай, доворачивай. Блять, отклонение сейчас будет. Близко подлетел сильно. Ну, благо, что это ФАП-500. Ему вообще насрать, по-моему. Все, уничтожил цели. И все, на базу. Блин, ну вот это был, кстати, неточный сброс. Это слишком поторопился. Мог бы, конечно, еще пойти на круг. Ладно. Цели поразил. Поразил. Ладно. Так, выставляюсь на возврат тогда. 90 километров. Блин, ну рука все равно устает. Тем более, кстати, сейчас джойстик, он более такой. Тот-то бим-бим-бим как-то особо не напрягался я. А здесь прям сопротивление для руки идет на вот этом джойстике.
чувствуется прям напряг для руки. Надо привыкнуть. Там напряга такого не было. Ну, он там разболтан. Я его, кстати, не буду выбрасывать никуда. Я его оставлю все равно. Вдруг... Сколько вот он проживет? Сможет ли он также 12 лет прожить, как тот? Как думаете? Я тоже думаю, нет. Потому что сейчас все, что не делается, делается к худшему. Чтобы ты еще купил. Нет, неправильно. Все, что не делается, делается к деньгам. Чтобы ты потом еще взял. Ну, теперь можно и на Граче летать, да? Да, и так можно было. Я, кстати, на том это мне нравилось летать на Граче. Единственное, управляемые ракеты у меня не всегда шли в цель. Не, ну здесь хотя бы я, вот допустим, захват на расстоянии делаю, я могу точку прям вот эту контролировать, да? Тут уже зависит от моего взгляда, как я вижу цель. Вот эти промахи, это не косяк в наведении там или что, это косяк именно моей зоркости. То есть я, так сказать, не довидел эту точку и не довел прицел. Вот. А именно контроль вот этот, который идет здесь у меня, ну, благодаря сейчас этому джойстику, то очень вполне хорошо. Даже вот техника двигалась, и я ее почти вел. Это уже результат. Чего попробовать? Теперь можно попробовать вертолеты, наверное, осваивать. О, я, блин, усну там, наверное. Я уже привык летать на самолетах, а там-то надо медленно летать. Я как-то посмотрел твою запись, как ты летел. Мне после самолетов как-то будет непривычно, наверное. Я бы, знаешь, наоборот бы попробовал, наверное, какой-нибудь истребитель освоить. Чтоб еще быстрее летать. Мне наоборот не хочется на улитку переходить какую-нибудь. Мне хочется наоборот на что-нибудь быстрое. Мне почему-то наоборот, вот я в жизни на машине скорость не люблю. Мне наоборот нравится тихо ехать, дальше быть. А вот на самолете сейчас вот я полетал, да еще на низких высотах, на Су-25. Блин, слушай, ну я не знаю, я кайфанул. Я бы полетал бы, конечно, здесь на истребителях каких-нибудь. Не, ну я понимаю, что они на низкой высоте, наверное, не летают. Блин, ну все, я сейчас истребителем становлюсь уже. Игра себе 900 разогнул. Как, Иркут, у тебя дела? Ты же это, в дороге или ты не в дороге? Ты же как уже это, уехал? Это ты мне сейчас с работы пишешь, получается, да? А, я должен был уехать, но не уехал. Фига себе. А как? Так, отменилось, что ли? А, ну просто это, оно у тебя, понятно, маленько растянулось. Ну, понял. Я тоже завтра уезжаю уже, все. Так получилось, блин, что как раз вот завтра у меня... Я на работу, а сегодня джойстик пришел. Блин, ну я не мог на нем не полетать. Столько ждал его.
Да я там еще 2 ролика сегодня просто пилил. Один основной на канал, вот на рабочий. И еще один запилил на канал рабочий. Поэтому я еще из-за этого задержался. Я еще Макс сегодня в Тарков звал. Да я, блин, какой Тарков уже? Надо отдохнуть маленько от него тоже. Не, я честно не думал, что я уже поиграю. Сейчас вот просто время поздно. Ну, повезло. Поэтому для начала, я думаю, нормально, да? Пойдет. Джойстик недорогой. Вроде эти крепления, она это присоски вроде держит его. Такое вроде устойчивое. Давайте сейчас попробуем. Ну, я приземлюсь, еще полет один сделаем на Су-25 и СМ-3. Я посмотрю, смогу ли я держать равновесие и наводиться. Понятно, Су-25Т это самолет, там стабилизатор, этот горизонт вруби и все. А вот на СМ-3 так не получится, там надо самому держать контроль. Вот. Мне было сложно на нем работать, хоть он мне и нравится. На том джойстике очень сложно было. Потому что он у меня не держал контроль. 15 километров до аэродрома. Не, подожди, это до возврата только. Сейчас еще на аэродром надо. Что там остается мне? 600 килограмм. Слушай, а я взлетал с Нальчика, по-моему, да? Ё-моё. Не, ну для Су-25 этот аэродром классный. Ну как он? Вот для Су-25Т. Короче, аэродром в городе, блин. Полоса там короткая. Сейчас надо еще увидеть. Показывает сюда по прибору. Было визуально увидеть. А, вон она полоса, подожди. Стой, 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 стой. Да. Вернуть бы на нее. Я тут как-то хотел стрим устроить экстремальных полетов. Именно, не знаю, там, без шасси самолеты посадить. Но у меня, кстати, они и так в основном садятся так постоянно. Ну, не постоянно, но периодически. А тут сам хотел взлететь, двигатели заглушить, еще что-нибудь такое поделать. Иногда эта тренировка полезна. Чуть правее взял. Вот тут с этого направления заходишь, там деревья. Вот сюда. Опа!
Маленько подверну его. Теперь же не обязательно на клавиатуре, да, его доворачивать, можно и на джойстике. Главное не переборщить. А клавиатура, она более плавнее это делает. Джойстик, он более... Поворот этот делает жестче. Это резко. Сейчас на клавиатуре я доворачивать буду. Оп. А он, видите, больно плавно делает. Вот на Су-25Т ты так не сядешь, он у тебя разобьется. Он сразу как камень падает, там минимум надо скорость 300 держать. Ну, а я обычно с весом еще приземлялся всегда. 106. Заруливайте на стоянку. Стой. Стоянка-то там. Так что нормально летать можно. Я почему сразу взял Грача? Потому что на Граче вот у меня сложности были. В плане наведения управляемой ракеты. Сейчас мне уже полегче стало. Я не говорю, что я идеально стал стрелять. Вот, но я стал лучше просто захватывать вот это место, где цели. И все. И теперь я могу наводиться куда хочу. Допустим, ну если визуально увижу. На полосу не падают. Ну так вот. А Су-25Т падает. Все, победа. Так, редактор миссии. А что попробовать сделать задание? А, ну на сэмке сейчас. Просто тренировочную миссию сейчас ставлю, все. Попробую ракеты только использовать. А здесь что? Не, кабы не надо. А, погоди, у нас же там это пехота еще. Ну, против пехоты фабы тогда. Ладно, давай в этот раз вот эти возьмем. Поменьше. А, ракеты. МЛ. Ну, значит, там у нас получается 2 танка и 3 страйкера, да? Это уже 5 целей, а у меня получается 4 ракеты и 2 бомбы. Ну, ладно, давай таким арсеналом. Там получается одну бомбу, если сбросить в пехоту, потом одной и другой бомбой добить лавку одну, да? Нормально. Ну все, поехали.
А, С-130 рекламируется. Самолеты американские тут. Транспортные. Вот он. Или это не он? Подожди, какой нахрен? Что это за самолет? Это наш самолет, что ли? Блядь, я не вижу его крыло. Ой, крыло, хвост, блин. По-моему, это иностранный самолет был, нет? Ну да, обычно у них камуфляж такой. У них все они серебристые, блин. Что-то типа С-130. Ну что? Сочи, 104-й. Руление. 104. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Смотри, а здесь нормально, он работает, и клавиатура, и это... И ползунок на этом, на джойстике. Ну, проще вот так вот и сделаем. В общем, я так понимаю, если я правильно понимаю, разработчику этого самолета осталось поправить только зеркала. Но я не знаю, он, по-моему, как говорил, что зеркала сложно здесь сделать. В общем, какая-то сложность с зеркалами. Поэтому до сих пор не получается их сделать до ума. Подожди, как он мне... Как-то мне объяснял, то когда создается самолет как мод, вот именно с зеркалами здесь не получится порядок их сделать. Я так понимаю, это, наверное, надо отдельно самолет делать, а не использовать, допустим, вот он сделан, я так понимаю, Су-25 СМ-3 на основе Су-25Т. Ну, смотри, рулевое более на клавиатуре, не знаю, у меня вот хоп-хоп, видишь как? И как здесь? Как она не может плавнее работать? Стол джойстика, оно, видишь, более чувствительнее все. Видишь, как здесь резко оно? И как клавиатура работает. Вот, смотри, разница. Замечаешь? Как оно не может-то плавно работать? Ну вот смотри, ты же сам видишь сейчас. Видишь, это на клавиатуре педальки нажимается, а это на джойстике. Видишь, как они резко? Ну. Поэтому тут я с тобой не соглашусь. Так, ладно, все, взлетаю. Или ты про другое мне? Ты мне про этот, наверное. Про тягу, может, имел в виду? Тяга, да. Тяга здесь на джойстике лучше, конечно. Каждый миллиметр сам выставить можешь. Ну, мне сейчас вполне, вот я сейчас летал на Су-25, ты мне вполне, ой, на Су-25 Грачи мне вполне понравилось, как у меня работают оси пока.
Сейчас на этом пролечусь, посмотрим. Ну ты, в общем, больше навигацию ждешь. Все, я понял тебя. Не, ну ты да, ты же, тебе вот это все. Кстати, смотри, здесь он не настроен у меня. Пойдем настраивать. Сейчас там будет настраивать придется. Блин, я же тэшку настраивал, а не его. Так. Сейчас вспоминает это, по-моему. Угу. Ну почему ты так, Шкодер, думаешь, что не объяснить? Я же прекрасно понимаю, но я же все-таки чувствую рукой, а не глазами в чате. Я уж сейчас летаю, я вот чувствую рукой, мне так больше нравится, тебе так вот больше нравится, с настройками осей. Причем тут не объяснить? Каждому свое. Пока так летаю, потом эти оси настроятся, что-то не так будет. Ну, я вот сейчас летал, мне вполне понравилось управление. Тебе от Иркута привет. Так, что еще мне надо? Приборы. Так что... Угу. Я так пока выставлю. Так. Даем ее. Переключение вида оружия. Оно уберется, да? Окей. Угу. Ладно, пока пускай будет так. Че, ваш Кодер, все, полеты закончились? Дальнобойщиком стал, тоже нет? Ты Иркут всех там перетащил на фуру? А, подожди, у тебя там еще сельская тема какая-то. Я тут стрим видел, у тебя вчера кто-то на тракторе ездил или позавчера. Так. Готовлюсь к атаке. Да, при чем тут кнопки, ребята? Я вам не про кнопки говорю, я не на кнопках летаю. С чего ты взял? Ты думаешь, я кнопки хвалю? Я говорю, что кнопки хорошие. Я не про это... Блин, ты меня, наверное, не понял. Мы, наверное, просто друг друга не поняли. Ладно. Я не про это имел в виду. Так, что делаю? Захват. Ну что, сможем поработать? А, нет, подожди. По-моему, не сюда. Там побережье, наверное. Или все-таки здесь? Оп. Высота падает. Маленько повыше. Так, что у нас там со скоростью?
Отмена. Что я вообще не туда смотрю, по-моему, на другом побережье. Да, конечно, сейчас наводиться намного легче. Самолет держит горизонт, как бы. Ну, понял. Насчет, что ты в онлайне летаешь. Ну, короче, ты продолжил полет. Ну, правильно. Да, что-то на работе, не знаю, наездишься на этой машине еще, блин, здесь на этих грузовиках ездить как-то не хочется. Я вообще удивляюсь Иркуту, как он, блин, сейчас, блин, столько будет ездить, а потом приедет, еще и здесь будет ездить. А, вы в колхозе играете? Все понял, ладно. Иркут, да тебе надо тогда подожди. Тебе надо не грядки полоть, поля, а снег убирать. Там есть у тебя эти миссии-то? По уборке снега территории, вывоз самосвалом на этот... Как он, отвал называется. Вот это будет интересно. Правдоподобнее, ну как с сезоном совмещаться будет. А так... Я вроде смотрю, зима, прикинь. Ну, у нас же сейчас у тебя в Иркутске зима. Захожу, а ты там на тракторе поля пашешь. Было бы в тему, конечно, если бы ты бы снег бы убирал. Сейчас с этого направления зайду. Блин, капец, тут миссия сложная в реванше. Я сейчас играю. Буки надо уничтожить 2 штуки. Вот это вообще геморрой. На Су-25Т. С таким ПВО я еще не сражался. Для меня это, конечно, сложная миссия. Все, побережье зафиксировал. Самолет выровнял. Вижу первую цель. Есть захват. Дальномер. Уже можно пуск делать. Сейчас, конечно, легче наводиться намного. Ищем следующую цель. Так, ладно. Тогда на второй идем. Да что такое? А, во, когда... Блин, я не те кнопки нажимаю. Дальномер хотел выровнять. Да, Ангел, вот с этим сообщением я полностью с тобой солидарен. Да, я даже первые слова твои прочитал уже. Ну. Во, сейчас ты прям четко написал, молодец. Я вот тоже, знаешь, как бы не только вот на практике этой игры, другие вот игры тоже играю, бывает. Там тоже настройка. Вот даже взять, ну, конечно, это не симулятор, но даже взять игру, сейчас я играю на канале Побег из Таркова, вот это. Графика вот даже взять. Заходишь, вот я поставил так, вот здесь я сделал так, ставьте так. Ну, сейчас вот почему-то любят многие, вот, если он так поставил, значит я так поставлю. А в итоге потом, блядь, что-то у меня не так работает, как у тебя. Почему? Я же так же поставил, как у тебя. Дело-то не в том, как ты поставил. Дело в том, что компы-то разные, все разное. Интернет все в онлайне по-разному. У всех тоже все прогружается. Ну и все, я просто сам взял, так сказать, время потратил, немного изучил, что к чему. И настроил под себя, и все.
И вот я сейчас играю, и у меня все хорошо идет. Ну, также и в других играх. Вот в ДКСе тоже. Я вот сейчас полетаю, если мне что-то не понравится, допустим, я начну настраивать их. Я не тороплюсь сейчас с настройками. Мне много советуют. Там это настрой, там это поставь. Как бы. Спасибо ребятам за подсказки, я всегда благодарен. Вот, но я не тороплюсь сразу настраивать все-таки. Уже тяну свое время. Ладно, полетели. Вот так вот. Поэтому тут да, тут все индивидуально. Но вот для того джойстика, конечно, кривые были бы вообще кстати. Вот тот джойстик прямо на них хорошо работал, но у него проблема была, что он до конца не доводился. Вот в чем. Это уже беда самого джойстика. А так он очень плавно работал по ним. Старый мой, который. Так, меня сейчас будет маленько кренить. И я буду немного охреневать. Захват уже есть. Пуск разрешен. Помню, когда мне еще этот Иркут грач, это же Иркут мне его подарил. И этот грач материл сначала долго. Су-25 обычный грач. То одно мне в нем не нравилось, то другое, то третье, блин. Но потом уже когда начал привыкать к нему реально надо привыкнуть в этой игре. Ну, я привык вот в этот, вот в эти дисплеи наблюдать, вот в эти зачуханные. Кто на него наплевал, блин? О, прикинь, здесь еще бы лицо бы отражалось. Точнее, это пилот бы отражался, как в зеркале. Да, Ангел, с этим согласен с тобой. Ну и все, и тут я что-то вообще кайфанул на нем летать. Сейчас Иркут прочитает. Я до такой степени мне стало на нем легко летать, что я с пушки даже вот в реванше летал компании, прошлый стрим, с пушки даже цели уже уничтожать стал. Хотя эту пушку это вообще материл. Я попасть не мог ни хрена. А сейчас уже пушкой стал работать. Поэтому, так сказать, дело техники, да? Надо привыкнуть сначала. Зимой мы не работаем, разве что коров и кур покормить. Ну как так не работать? Такая техника, блин. Ковш нацепил этот, да чисти снег. Просто в игре, наверное, нельзя. В игре нельзя, да? Там зимы, наверное, нет. А, есть? Даже снег там можно, но я не вижу экономической выгоды. Вот помню, в другой ферме у нас зимой такие истории. Блин, вот Иркут, у нас вообще экономическая выгода сейчас частникам. Ё-моё, откуда насекомые? В смысле, комар летит, сука, откуда? У меня, блин, 30-ка вот 2 дня назад минус была. Охренеть, прикинь, у меня комар пролетел сейчас, как этот грач сейчас. Ё-моё. Блин, у этого беда самолета. Сейчас вот я не могу выставить поодиночке. Мне сейчас... Блин, точно я забыл про эту хрень. Мы сейчас не сможем нанести поражение одной бомбой. Он сейчас 2 будет сбрасывать. Блять. У него нету этой штуки. Вот она должна здесь выставляться. Видишь, она не работает.
Бесполезно. Так, где у нас цели? Вот там, возле этих ангаров. Сейчас я попробую нанести им поражение. Все, бомбы пошли. Цель поражена. И вот видите, они две ушли. Все. То есть я не могу их на одну выставить. В этом вся и проблема. Я-то рассчитал, думал, мы сейчас по одной бомбе туда-туда. Ну ладно, буду работать по возможности. Значит, смотрите, как сейчас отработаю. Пехоту я, наверное, не смогу отработать, потому что у меня нечем. Я попробую две лавки уничтожить ракетами, а одну пушкой. Надо, правда, их заметить еще. Да что за хрень, я не могу понять. У нас, короче, у нас эти службы, кто чистит снег, вот городские и мэрия, сейчас жалуются, что у нас погоды такой не было ни разу. Сейчас какая-то херня. То замерзнет, то растает, то замерзнет, то растает. Я не удивлюсь, если у нас реально сейчас эти создания летние проснутся. Насекомые, я имею в виду. Вообще не зима, хрен знает что. Мне иногда зеркала помогают тем, что я могу даже посмотреть, на какое расстояние я улетел от побережья. Я понимаю, что можно воспользоваться вот этим. А вот если ты хочешь просто полетать от первого лица. Вот оно и есть вот этот момент, да? Поэтому тут придется вид от третьего использовать на этом самолете. Так, у нас цели получаются где-то там. Так, сейчас, секунду. Прикольно меня так трекер палит, да? Не вырубил его. Я имею в виду, следи за движением головы, даже когда я камеру вырубаю. Блин, близко, близко. Надо еще подальше отлететь. У вас вообще еще трава зеленая, нифига. А что ты не говори, зима куда-то, блин, пропадает. А у вас раньше трава была зеленая? Ну, я имею в виду, это зимой. Мне почему-то не очень рад такой погоде. Если уж мороз, то мороз. Если, блин, тепло, то тепло. Оно как-то, блин, только адаптируешься к морозу, опять тепло. Захожу на цели. Так, подожди. Здесь они, по-моему. Оп. Да, это они. Первая захвачена. Дальномер.
Ничего себе, я рванул. А, ну я вот это сделал, как его. Это. Поворот. У меня на том джойстике такой темы не было. Сейчас мне надо как-то привыкать и к крену, и чтобы этот поворот не делать. Потому что он начинает у меня одновременно так срабатывать. То есть мне надо, допустим, самолет накренить, а я еще и вот так вот делаю. То есть как-то вот так это выглядит. Оп. Че, еще зайдем? Сколько там горючки? Ну, еще много. Посмотрим, сможет ли этот джойстик неделю полежать и не развалиться сам по себе. Может, он взорвется, я не знаю. Сейчас все бывает. Нет, сейчас неделю не будет. Ладно, все нормально будет. Вполне плавно управляется, конечно. Возможно, прям даже район захватывать, вот тот, который тебе нужен, а не угадывать. Так, давай вот этого атакуем, потому что мне того надо будет пушкой атаковать. Все цели поражены. Слушай, да, попробуем сейчас с помощью этого солта обнаружить пехоту и пехоту отработать. Там еще пехота должна быть. Сейчас перепроверю. Да. 3 бойца. То есть сейчас моя задача обнаружить в прицелах и отработать по их позициям пушкой. Блин, единственное, я не знаю, может вдоль дороги попробовать пройти. Потому что из-за деревьев их сложно будет. По дыму можем сейчас ориентироваться. Там лавка у них горит прям рядом с ними. К приборам я еще не могу привыкнуть у этого самолета. Здесь реально одни часы, блин. Ну, в плане ты сюда смотришь, как будто по часам везде только ориентируешься. Вижу пехоту.
Блин, у меня уже глаза слепают. Сейчас вот это здание сделаем, все, и спать. У меня время, блин, в час ночи опять. Что, не попадаю, да? Двоих убил. Тихо, тихо. Двоих убил, ну. А у меня в настройках стоит. Я не знаю, тут... мы не здесь, наверное, это увидим, да? Сейчас. Настройки особые. Нет. Это в настройках в меню, наверное, можно посмотреть, да? Короче, я перегрузку поставил реалистичную. Она стояла какая-то другая, я поставил реалистичную. Я думал, если буду какие-либо резкие маневры делать, то какой-то эффект будет, прям нагрузки какой-то. Нет. У нас сейчас вот декабрь, да? Мы Новый год встречали. Я бы не сказал, что у нас прям морозы такие были, но зима была такая прям нормальная. Градусов 15 хотя бы. Сейчас нету этих даже 15. Все мои выходные было 3-4. 3-4-2-0. Где-то тут он боец, я его не вижу нифига. Где-то он здесь сидит. Надо шквал солт рубить. Вон стоит, я его увидел. Я в прошлый раз разбился на Су-25Т на Граче. Знаете как? Это был самый стрёмный. Это было мое самое стрёмное крушение на нем. Там, короче, миссия. Надо через горы до грузинцев долететь и нанести удар по их позициям. Я так понял, в Цхинвал или туда куда-то, короче. Вот. Летишь. Туман, блин, еще облака низко, не видать ни хера. Летишь чисто по приборам, короче, в эти скалы залетаешь. Я даже сейчас покажу, где я летел. Именно надо поэтому лететь маршруту. Это, короче, вылетаешь с Моздока и попер. Вот где-то надо нанести удар вот здесь по ним. То есть тебе надо победить вот эти скалы, горы. Это так. Ой, звездец, там просто летишь, там ни хрена не видно. Чуть малейшая ошибка на высоте даже 3,5 в гору сразу влетаешь. Ну вот я вроде как бы поначалу нормально, а потом все и потерялся. Вроде приборы, все смотрю. Чуть-чуть хотел высоту снизить, хотя бы землю видеть. Снизил нахер. Блин, обидно было. А расстояние нифига себе, больше 100 километров туда надо долететь. Мне оставалось буквально 20 километров долететь, и я просто так разбился, блядь. В компании миссия была. Блин, точно мы миссию играли. Я скажу, какую миссию потом. Это когда ставишь самолет Су-25 Грач. Появляются, я так понял, компании, реванш, еще там какая-то. И миссия у них есть. Я покажу. Только не сейчас. Это в меню потом. Тоже там конфликт, типа как российская армия против Грузии. Попробуем солдата этого поразить. Он там один стоит в полный рост. Его видно хорошо. Почему-то в солт их плохо видно. Я их так визуально лучше вижу, чем в солт. Пехоту.
Где вот он здесь? Солт его не видно, а так видно. Я его визуально увидел, а в солт его не видать, блин, отсвечивает он. Где он, блядь? Задачка-то. Ладно, сейчас попробую по ориентиру зайти. Я думал, это у меня что-то на мониторе, прикинь. А это здесь заплевано все. Я думаю, я вроде в монитор не плюю. Что за прикол вообще? Че, давай еще раз попробуем зайти. Ну, я примерно понял, где он стоит с воды, когда заходил. А вот сейчас солт его пытался увидеть, не видать. Что там гаденыш? Где-то получается между вот этой уничтоженной техникой, где-то здесь. Что, у меня боекомплект закончился. Короче, вот он где-то здесь стоял. Вон он. Ах ты, блин, лучше стрелять по мне. Тихо, тихо, тихо. Хулиган, а? Он вообще слева получается, да, в полный рост стоит. Ладно, все, иди нафиг. Весь боекомплект на них потратил. Одного пехотинца оставил все же. Так, если ты создашь длительную перегрузку под 6 единиц, то пилоту через некоторое время должно поплохать. Ну, короче, ему плохо станет. Кратковременную перегрузку летчик переживает нормально. Ну, еще это игра. Все равно. В реальной жизни, конечно, я даже видел полет на самолете F-16. Американец летал, американский пилот снимал из кабины вид. И то они даже сильно там, ну, он как бы нагрузку делает, но не вот такую. То есть вот так они не летают, вот так. То есть вот он летит, допустим, хоп, хоп, все, чуть-чуть вот так вот сделал, да, допустим, выровнялся. То есть нету там вот такого и летит, 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 у тебя мозги уйдут вниз. В игре, да, вот я сейчас, у меня такое ощущение, как будто я сейчас могу здесь кверх ногами летать, здесь вообще хуй. Ну, я не знаю, конечно, не рисковать не буду. Но есть такое предчувствие, что он будет долго жить. Сочи, 104-й, возврат. 104. Сочи. Следуйте курсом 274. Удаление 2-0. Давление 2,9,82. Посадочный 0,6. Занимайте высоту круга. Так, аэродром у нас там, да?
1500 килограмм. Я еще 2 раза слетаю на этот маршрут и обратно. Это много еще. Ну-ка попробуем по приборчику летать. Ну я понял. Ладно, это Иркут, я не буду испытывать здесь эту фигню. Не, это мне наоборот классно, когда это перегруз здесь есть. Зачем мне его нагружать? Ну, тебе я верю. В плане, ты вот пишешь, ты в эту игру просто давно играешь, поэтому... Но я тебе говорю, я в настройках поставил перегрузку реалистичную. Я вот сейчас не могу здесь выйти в сложность, потому что, я так понял, это в меню только работает. Так, все, посадка. А, вон полоса, я вижу. Этот самолет еще лучше держится джойстиком, чем Су-25 обычно. Он на том-то хорошо у меня контролировался, этот самолет. Хотя там джойстик был еще тот. А на этом так тем более контроль хороший. Что это за ромбик? Это показывает, как мне лучше идти, да? Да нет. По прибору вот так показывает. Это что за ромбик появляется на ЛС? Маленько тяги добавим. Смотри, как скорость держит, 330. Сочи. Проверьте выпуск шасси. Посадочный 06. Блин, скорость разогнал на большую. Да нет, нормально. Дотянуть лишь бы до начала полосы. Оба. Я специально такой вид сделал, чтобы посмотреть на эти парашютики. Все задания выполнены. Самые два интересных самолета из сушек 104. полетали. Разруливайте на стоянку. Не, Су-25Т, конечно, самолет хороший, но мне кажется, в полете он будет... Блин, ну надо испытать его будет. Тоже на этом джойстике. Не, мы будем его компанию дальше все проходить. Все-таки вот эти самолеты больше хотелось на этом джойстике на новом испытать.
И оба понравились мне. Сейчас я могу уже уверенно летать, выполнять боевые задачи в игре. Ну, если где-то наводиться на технику надо будет. Хороший самолет. Спасибо разработчику, молодец. Все. Ну, вот как-то так. Ну, что могу сказать? Мне сравнивать особо не с чем, как бы. Просто вот вы, вот, может, кто-нибудь сравнили, если могли бы воспользоваться этим джойстиком. Ну, если сравнить вот с тем, который у меня был, ну, это новое поколение, конечно. И рука чувствуется хорошо здесь. Ну, рука чувствует его и управление, и самолет ощущаешь. Вот, но все же, вывод какой? Как вот обычно говорят, дело было не в бобине, дурачок сидел в кабине, как бы, вот. Также все-таки здесь. Если ты все-таки не будешь, как бы, сам еще игру ощущать, глазами видеть, тебе джойстик не поможет. Так что, благодаря даже тому джойстику я хоть немного что-то научился там, даже самолет садить иногда. Вот. Ну, а потом уже вот пересел на него. Сейчас вот, надеюсь, с ним мы будем больше результата иметь. Ладно, все на этом тогда заканчиваем. Пока все нравится. Модель джойстика я написал в описании, в названии стрима. Можете посмотреть. Отзывы тоже посмотрите, если у вас он в ваших регионах, этот джойстик. Что пишут о нем, как бы. Так что познакомьтесь. Может, кому-нибудь захочется попробовать его. Ну, не знаю. Кнопок тут дофига. Я не знаю, что с этими кнопками делать. Тут их просто море. Мне кажется, когда хрена. Вот зачем они их столько, я не понимаю. Все, что нужно, вот здесь есть. То есть получается вот. Видите, здесь сколько кнопок. То есть этого достаточно. Вот этот джойстик. Оп, оп. Ну. Тут вот еще, это вот эта кнопка, и тут вот еще кнопка, вот она, которая не используется, я даже не знаю, для чего ее использовать. Вот еще клавиатура целая, а это вот как раз вот этот ползунок для тяги. Единственный момент здесь, это вот я говорю, это вот присоски эти, блядь. Но ничего, нормально держат. Я их водой намазал, на стол прилепил и все, играю. Ну, у меня стол нормально выдерживает. Не, у меня стол контачит с ним нормально, и он со столом как бы. Вроде как подружились. Я почему-то думал, он будет отлепляться. Нет, нормально держится. Но со временем эти присоски, они все равно изнашиваются же, да? Так что сегодня праздник, а через месяц будет не факт, что так уже крепко держаться. Ну ладно, все. Так сказать. А что у нас там уже? Ну, все, пятница. Хороших выходных вам. Увидимся теперь, наверное, со среды на четверг. Вот. Все, я уезжаю завтра на работу. Скорее всего, на связи завтра уже не выйду. Ролик, да, я на канале на рабочем выпущу. Кстати, кому интересно, на ютубе тоже ссылка там есть. На рабочий канал, типа как интересный канал там указан. Вот. Ролик о том, как бы, ну, у меня как бы в основном о работе, да, где за рулем, а ролик выйдет о том, как переходить дорогу в разных ситуациях, потому что в Новосибирске участились случаи, очень много людей попадают под колеса машин разных возрастов.
И все с летальным исходом. Ой, ужас. Тут просто каждый день, блядь, дети просто 1, 2, 3. Потому что неправильно ведут себя на дороге. Вот и все. Я решил записать ролик. Как бы чисто советы от водителя. Ну, я водитель, как вот я вижу пешехода. При этом советую пешеходам, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому, ну, сейчас пока ролик недоступен, я его загружу. Завтра в доступ скину. Так что, кому интересно, посмотрите. Ну, ладненько. Вот этот джойстик очень похож на Logitech 3D Pro, но без присосок. Ну, я, видишь, я не разбираюсь в джойстиках особо. Это вот второй мой. Первый его видели. Это вот второй. Поэтому я разбираюсь именно сейчас вот после того, как мне самолетом управлять. Вот сейчас я почувствовал его, мне понравилось. Все. Я не утверждаю, что он прям, конечно, есть лучше него. Ну, за такие деньги, я думаю, вполне нормально играбельно. Поэтому, если, допустим, кто-то хочет полетать на самолете, кайфануть, не обязательно покупать виртуальные очки вот эти там, я не знаю, кресло пилота со штурвалом. Можно или кабину приобрести от Боинга. Почему бы нет, да? Просто он поставил веб-камеру на монитор, программу OpenTrack, чтобы твои движения вот эти ловило. Купил джойстик за рублей 5. Ну, 1005 потратил. Все, летай, кайфуй. Ну, педали, я не знаю, смотри сам. Мне вот эти педали нафиг не нужны. Мне на работе хватает. Я еще здесь педали буду нажимать. Нет. Вот все, что касается педаль, мне этого не надо. Вот честно, вообще. Вот дома, я имею в виду, за играми. Не хочу. Даже если я вот вдруг когда-нибудь буду играть в гонки, у меня была мысль чисто поиграть на каких-нибудь легковушках. Я же на легковушках вообще не ездю, только на грузовиках. Вот. А погонять хочу на какой-нибудь там Need for Speed бы сыграл. Вот. То только на клавиатуре. Все. Ну ладно, все. Всем всего хорошего. Увидимся в следующих трансляциях на следующей неделе. Хороших выходных. Всем пока-пока. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду